Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Вот так у нас выглядит упаковочка поближе. Станок к нам приехал от фирмы Alsom. То есть модель у нас BG 516-809. 220 вольт, 50 Гц, 400 Вт. Обороты от 300 до 2500. То есть обороты у нас регулируются. Установлен здесь у нас бесщеточный двигатель и ременная передача. В комплектике у нас имеется рукоять. Рукоятка для опускания нашего патрона. Такой вот наборчик инструмента для сборки и ключ для сверлильного патрона. Ну и также вот маленькая ручка, которая устанавливается у нас сюда. Основание, друзья, чугунное, очень тяжелое. Очень тяжелое и увесистое. То есть литой чугун. Ну что, сейчас я его соберу и посмотрим его, так сказать, поближе. Открою крышку сверху, посмотрим, как что у нас крутится, вращается, и что-нибудь посмотрим, посверлим. Немножко по коробке, чтобы вы понимали, как все у нас будет собрано. Вот такой общий вид нашего станка. И просто хочу вам покрутить коробку, чтобы я сам не занимался и не убивал время. Здесь у нас написаны габаритные размеры. Это кому, друзья, интересно. Здесь у нас полностью схема. Как, что, зачем, куда собрано. Отличная вещь. Ну и вот здесь у нас на коробочке есть какое-то описание. Кому интересно, читайте. И в будущем, конечно же, я хочу прикупить, друзья, вот такой вот стол с тесочками. То есть на данном станке сверлильном можно что-то мелкое будет и фрезернуть. При необходимости какой-нибудь шпоночный паз или что-то в этом роде. Ну и здесь у нас описание работы управления. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот сверлильный станок от фирмы Alsom. Надеюсь, видно. Модель BG 516-809, 220 вольт, 50 Гц, 400 Вт. Друзья, то, что 400 Вт, вы сразу думаете, что ой, слабенький, нифига. Шикарный станок, тащит все отлично. Значит, обороты у нас регулируются от 300 до 2500. Регулируются при помощи клавишей вверх и вниз. Также мы имеем лазерный целеуказатель и светодиодную подсветку. Потом я все это дело продемонстрирую. Глубина у нас сверления 60 мм. Есть шкала, кнопка включения. Друзья, если вам не хватает 60 мм, то можно, досверлив 60 мм, данным регулятором опустить, насколько вам еще не хватает. Там, пускай там, сколько я опустил, на 3 сантиметра. И досверливаем. Итого 90 мм сверления. Либо можно опустить еще на 60. Итого мы получим 120 мм. Также данный регулятор может смело использоваться. Соответственно, если у вас есть сюда стол с тисками, с ручной регулировочкой вот такой. Вот, опускаем мы, допустим, ставим фрезу какую-либо. Опускаем на миллиметр. Фиксируем наш станок и фрезеруем какие-то пазы или что-то еще угодно. То есть мелкая фрезеровка вполне возможна на данном станочке. Вот, общий вид вы уже видели, конечно. Так, сейчас я покажу крышку. Потом мы посмотрим, как это работает на включенном двигателе. Вот такая, ребята, система. То есть мы имеем огромный просто бесщеточный двигатель, ременную передачу. Ну и вот такой вот привод на, соответственно, патрон. Так, сейчас, наверное, пойдем, я вам покажу. Наверное, пойдем в дом. Я вам покажу лазерный целеуказатель и подсветка, как работает. А также немножко покажу, как регулируется. Итак, ребята, принес станок на свой стол для обзоров, так как в доме немножко тени, на улице мы этого просто не увидим. Допустим,
лазерного целеуказателя. Вот так это все дело у нас, друзья, работает. Нажимаем данную кнопочку, и у нас, если вам видно, я потом покажу ближе, работает вот такой вот крестик целеуказатель. Пересечение — это у нас и есть место нашего сверления. И есть светодиодная подсветочка, которой, к сожалению, при включенной лампочке не видно. Давайте я выключу лампу и включим подсветочку. Ну вот такая еле-еле, конечно. Но в каких-то полусумраках или темноте спокойно можно работать. Кстати, данную подсветку можно модернизировать, установив, допустим, какие-либо светодиоды помощнее. И все будет хорошо. Так, сейчас у меня задача, я подготовил, повесил головку с меткой. И мы проверим с вами, ребята, скорости от 300 и понесемся дальше. Ну что, в путь, 300 оборотов. Поехали смотреть, сколько и как у нас получится. Друзья, да, станок очень-очень тихий. Сейчас я сделаю пару секунд молчания. Послушайте. Самого станка как такового не слышно, а вот слышно именно вибрация, которая передается немножечко на стол. Ну, даже не вибрация, а такой вот шум. И именно стол его усиливает, а станка вообще почти не слышно. Давайте сразу я включу вам обороты. 1100. То есть спокойно в ночное время можно дома работать и что-то там сверлить. И давайте по максам. Вот. Здесь уже идет вибрация за счет головки. Сейчас мы с вами выключим. Головка сидит неплотно, и она вибрирует. Я сниму головку. Оп. И включаем. Вот. Это 2500 оборотов. Почти не слышно. То есть бесщеточный двигатель, ребята, дает свои положительные результаты. Так что все дружно уходим от этих ненавистных щеток. Так, ну что, погнали. Сбрасываем до 300. 300 оборотов. Давайте смотреть. Так, как же, чтобы вам было видней. Надеюсь, вам видно, друзья. Итак, 317 оборотов. 317, 318. Далее. 423 оборота. 528. 634. 738. 843. 948. 1053. 1158. 1264. 1369. 1474. 1579. 1684. 1789. 1894. 2000 ровно. 2106. Уже у нас идет на 100 вперед. 2209. 2315. 2420. 2525. И последняя скорость 2630 оборотов в минуту, друзья. Вот, то есть при минимальных оборотах будем считать, что практически они соответствуют. Там на 20 оборотов, грубо 22-25 оборотов больше. А при уже достижении 2500 оборотов
уже у нас почти на 100, там сколько, 30 или на 150 оборотов идет в плюс. То есть мы с вами будем знать, когда мы настроим 2500 оборотов, что у нас это на самом деле 2600, там, допустим, 50. Вот. Но я не считаю это каким-то браком, это в порядке вещей, поэтому работать можем мы. Видите, какая минимальная скорость? 300 оборотов, то есть сверли или шлифуй там что-то. Просто шикарно и отлично. Добавляем сколько нам надо и знаем, что там уже у нас 650, допустим, оборотов, а не 600. Отличный, друзья, станок. Вот наш целеуказатель. Соответственно, у нас есть какое-то отверстие. Ну, по отверстию мы тоже можем повернуть это все дело по валу. Я так думаю, вы понимаете. Конечно, желательно лучше повернуть, чтобы у нас отверстие было как бы... целеуказатель был в центре отверстия. Но это все делается легко. Здесь вот есть один винт. Откручиваем, и мы полностью трубой можем как и куда угодно регулировать. Давайте положим наш лазерный тахометр. Я вам покажу вот данный крестик. Надеюсь, вы видите. Значит, друзья, из коробки мой целеуказатель немножечко, буквально на миллиметр обманывал. Здесь все предусмотрено для этих целей. Не надо ничего разбирать. Берем из коробки шестигранничек. По-моему, тут на 2,5 мм, если мне не изменяет глазомер. Вот. И сейчас я вам покажу, что куда крутить. Как вы видите, две крайние красные точки — это и есть наши два лазера. То есть для того, чтобы отрегулировать, вот у нас есть зажимной винт. Немножечко приотпускаем, не полностью, чтобы наш лазер не выскочил. И поворотом против часов или по часам добиваемся нужной нам точки одним лазером. И, соответственно, друзья, с этой стороны, вот он, другим лазером. Все очень легко регулируется. Я смотрел один обзор, там какой-то блогер сказал, что плохой, короче, аппарат, и надо что-то там разбирать изнутри, чтобы отрегулировать. Видимо, он, не разобравшись, как это регулируется, так как у него там вообще было большое несовпадение целеуказателя, и он понес как бы на этот прибор. Как оказалось, вернее, все здесь регулируется достаточно просто. Просто и надежно. То есть не надо никуда лезть, ничего разбирать. Ну а по поводу светодиодной подсветки, как я и сказал, вот, ее можно модернизировать, установив какие-либо светодиоды помощнее, если кому-то не нравится освещение. Либо можно вообще по периметру наклеить какую-либо светодиодную ленту. То есть тут, как говорится, голь на выдумке хитра. Согласен. Так, ну и осталось мне показать вам, я обещал в работе. Хоп. И вот такая, друзья, у нас здесь картина. Все очень красиво, все собрано, видите, достаточно аккуратно, на пластиковых стяжках, все провода, кабеля. Вот, и у нас вот такой вот идет ремень ручейковый. Ну что, давайте я включу, посмотрите, как все это крутится и вращается. Достаточно мощный двигатель бесщеточный. Ну и через ременную передачу вращает наш шпиндель, шкив и т.д. и т.п. Все собрано просто замечательно. Выключаем наш станочек и пойдем попробуем что-нибудь там посверлить немножко. Установил я сверло 12,5 мм. Давайте посмотрим на биение. К сожалению, индикатора, друзья, у меня нет. Сверло, я бы сказал, практически не бьет. Идет ровно и уверенно. Ну что, пробуем сверлить. Сверлить будем металл 4 мм и алюминий 5,5. Посмотрим, что да как у нас получится. Значит, металл я накернил. Ну что, вперед. 600 оборотов. Пробуем сверлить. Капельку маслица для надежности. И погнали. К сожалению, нет тесочков маленьких.
Ну и вот такой результат. Отверстие у нас не треугольное, не квадратное, а идеально круглое. А почти вообще не давил. Так, сейчас у нас идет алюминий 5,5, по-моему, миллиметров я его мерил. Ну, кернить тут нет смысла. Есть у нас отверстие. По отверстиям сверлить не будем. Будем сверлить где-то рядышком. Поехали. Капельку масла тоже дадим. Хлоп. Выключаем. И смотрим на мягком металле. Отверстие идеально ровное, круглое, не треугольное. Очень все шикарно и красиво. Так, стружка у нас, смотрите, какая пошла. Так, друзья, и последнее испытание мы с вами сделаем на дереве. Итак, народ, будем испытывать на дереве вот таким вот перьевым сверлом на 38. Посмотрим, что да как у нас получится. Итак, меняем оснастку. До конца сверлить не буду, так как сверло, конечно, у нас не пройдет. Вот, ну, немножко до половинки просверлим, посмотрим, что да как у нас получится. Так, ну что, поехали пробовать. Что-то мне страшновато, поэтому будем все это дело сверлить вот так. Врубаем. Так, врубаем. 800 оборотов дадим, наверное. 800 оборотов. И пробуем. Не спеша. Вот такая красотень получается. Видите, тянет как станочек. Отлично. Маловато, понимаешь? Маловато будет. Так, хорошо. А мы поменяем оснастку и добьем наш станок. А поменяем оснастку, мы попробуем на 50-е сверло. Короче, для этого аппарата, походу, это смерть. Либо он зайдет в ошибку, либо... Аморе. Так. Очень боюсь, чтобы что-то здесь не вырвало. Но попробовать страшно хочется. Итак, оставим все тех же 800 оборотов. Ну что, давайте пробовать. Очень страшно. Поехали. Так, центр примерно здесь. Ну что, народ, без напряга 50-ку он взял налегке. Короче, заключение. Станок просто суперский. Очень рекомендую к покупке всем буквально гаражникам, самоделкиным. И не знаю, кому еще. Любому, в принципе, человеку это в хозяйстве всегда нужно. На этом на сегодня обзор наш будем заканчивать. Ссылочка на данный станок, как всегда, в описании. Переходите, смотрите. Покупать, не покупать. Решение сугубо за вами. Я купил, показал и рассказал. И надеюсь, все эти данные опыты были, для вас полезны. Желаю, чтобы все.